Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро-прогноз на 2026 год. Старинный цыганский пасьянс. События с первых дней года и до конца мая. И кто-то спросит, а что за странный срок до конца мая, почему? Точка нового отсчета 26 апреля, самый конец апреля месяца, а для вас это имеет значение особенное, потому что именно в этот день планета Уран переходит из знака Телец, где была в течение предыдущих 7 лет, переходит в ваш знак Зодиак, где Уран себя чувствует достаточно комфортно. Ну и к этому времени планета Плутон, она находится в знаке Зодиака Водолей. Таким образом, две могущественные планеты трансформации и перемен окажутся в воздушных знаках зодиака. Запускаю период перезагрузки матрицы судьбы каждого из нас. Нам неизбежно придется не только адаптироваться, но и организовывать нашу жизнь несколько иначе. 2026 небесный мост между прошлым и будущим. Петля реальности, или то, что физики часто называют петля времени, в которой несколько нарушаются причинно-следственные связи. И вы спросите, это о чем вообще идет речь? Что мы чувствуем вот так вот, если к нашей реальности, как это применить? Это, знаете, как если прежде наша жизнь, она шла, ну, наверное, как линейный график, да, линейная какая-то функция. То есть имеется в виду, если были какие-то вот именно предшествующие события в нашей жизни, обстоятельства, то шаг за шагом мы понимали, что их вот так вот надо постепенно или как-то поступательно, да, решать. А этот период жизни, это получается на смену вот именно этой линейности входит запутанность. И что мы чувствуем? Словно несколько прежних периодов нашей жизни перемешались воедино. Мы проживаем в один момент. Это и наш опыт, это и наши желания, это и наши мечты, мои дорогие. И поэтому в целом на 2026 год делать прогнозы достаточно сложно. Я даже сомневалась, стоит ли это делать, но некоторые из вас мне писали: «Вообще, где этот прогноз?» И не будем нарушать традиции, но вместе с тем давайте немножко разобьем как бы, да, на периоды жизни. Ладно, давайте пойдем вперед. И я так думаю, что все-таки реалистами нам оставаться необходимо, поскольку прогноз – это прогноз, а реальность, она диктует нам что-то свое. И хоть объединяет нас один знак зодиака, но, тем не менее, судьба у каждого разная. Вот интересно, вы третий знак зодиака, которым я делаю видео, перед вами Овен и Телец, и многократно уже это на разные лады перемешивалась колода пасьянса, и вы знаете, у всех идет вот замок. Вот я, в принципе, и вижу, что три первых знака зодиака, тут у каждого по-своему, но есть какая-то история прошлого, которую нужно решить, согласовать. И начало года, а мы с вами смотрим именно события с самого начала, с первых дней. Вот те события, от которых мы можем оттолкнуться, и, может быть, на основе вот того, что нам сейчас карты пасьянса расскажут, что мы будем именно продолжать, что ляжет в эту основу. И, видимо, какие-то есть вопросы, в которых вы должны разобраться. Куда вы идете, с кем вы идете. Подвести некоторые итоги. И на начало года у нас ретро-уран в Тельце еще пока. И, скорее всего, вот тот механизм перемен, который он в отношении вас до 9 ноября запустил, вполне вероятно, вот вы будете проводить какую-то как демаркационную линию, и именно по части ваших планов, ваших желаний. Может быть, и обстоятельства есть, которые вам нужно учитывать, или документы, которые вам придется переоформлять. Ведь ретро – это всегда как с приставкой «пере». И, может быть, это у кого-то пересмотр важных соглашений. Может быть, это будут и финансовые документы. Возможно, это перезаключение контрактов у кого-то по работе, у кого-то брачных или соглашения. Все очень даже в тему. И для чего это нужно? Вот у нас оказывается первое значение, да, в самом начале. Якорь. Больше уверенности, больше понимания. А если мы говорим о планетарных транзитах, то они
вам рекомендуют, мои дорогие, особенное внимание уделить вашему окружению или контактным лицам. Надежные люди для вас, мои дорогие близнецы, будут где-то сопровождать или даже составлять вашу основу успеха. И у вас выпадает благополучие, голубь. Это тоже такое очень доброе и хорошее значение, которое, знаете, не просто благополучие на короткий период, а вот как этот якорь, стабилизация чего-то. Ну и, наверное, неизбежно есть и те вопросы, которые уже, в принципе, не могут служить вашему прогрессу. И Уран, хоть мы и часто ее, эту планету, ну, где-то, может, и побаиваемся, именно за то, что она ломает нашу жизнь. Но, поверьте, Уран ничего не ломает. Он скорее ломает наше представление о жизни. И никогда нас как будто не лишает того, что может иметь какой-то прогресс именно для нас, может быть полезно. Мы не видим далеко, а вот есть какие-то невидимые силы, которые знают, как оно будет потом, как оно будет в будущем. Но, может быть, достаточно резко где-то Уран, да, в своих таких инновациях, но тем не менее будет продолжено только то, что имеет здравый смысл и логику. Но нам на определенном участке жизненного пути не всегда это или заметно, или понятно. Более того, мои дорогие близнецы, смотрите, у вас еще победа, якорь, уверенность, а также флаг, победа. Идем дальше. Что нам еще расскажут? Семейное счастье, подкова. И это буквально, и, может быть, вопросы жилья, непосредственно стены. И где-то это может быть юридические какие-то составления бумаг важных или так далее. К примеру, у кого-то ведь и переезд может быть планируемый, и значит, вы будете искать нужную информацию или понимать, э, каким образом в отношении вас работает закон. То есть вот какие-то варианты. Но вам будет нравиться этим заниматься. Для вас определенно есть не только прогресс, а вот есть прогресс, как и что сохранять, приумножать, преувеличивать, так и как будто четко более программу вы видите. Есть и то, что не имеет никакого смысла. Причем, знаете, смотрите, словно действительно невидимые силы загружают какой-то механизм перемен. Я надеюсь, это видно. Молния, мои дорогие. Молния, дальше мы говорили, якорь, победа, может быть, как новая точка отсчета. Это и будет та молния, неожиданное известие. Вернем к подкове, так мне больше и нравится. А смотрите, тут у вас еще не только выпадает подкова, а я уже не переворачиваю, семейный очаг. Вот этот костер – это семейный очаг. Это и близкие, и сами стены. Вот такие вопросы для вас формируют какие-то важные свершения или то, что вы надумаете продолжать, что вы надумаете завершать. Но тут вы как будто остаетесь довольно очень добрые карты, потому что это именно к вашей радости ведет. Смотрю, что мы можем еще соединить. И по вертикали, по горизонтали мы с вами, напоминаю, можем соединять. И у вас совпадает книга открытая. Конечно, открытая книга – это процесс обучения, может быть приобретение. Есть такая или будет необходимость приобрести важный документ, как сертификат, который вам дает больше возможностей. Вполне вероятно, все же в этом пасьянсе тут прописаны просто учреждения или это какие-то организации. И поэтому это могут быть контакты с официальными лицами. Это действительно чаще, как документы совпадают. И тут у каждого понятно свое. Есть еще в крайних рядах радость, мои дорогие. Правда, тут вам что-то у вас не одно получается, а много чего получается. Пусть это где-то разрознено по каким-то таким пунктам, но в целом это и складывает узор благополучия, семейного счастья, уверенности в сегодняшнем дне и уверенности в завтрашнем дне. Здорово. И пока я с вами говорила, я не вижу больше совпадений, поэтому давайте пойдем дальше. Продолжим наш прогноз. Вот давайте узнаем, на пороге каких событий вы стоите.
Что нового войдет в вашу жизнь до конца мая? Вторая карта. Важное событие или чем вам запомнится 2026 год, как минимум до конца мая. И третье. Что или кто появится неожиданно до конца мая? Событие, которое изменит вашу жизнь, а может быть изменит вас. Тоже до конца мая смотрим. Что вас будет радовать? В чем ваша сила? Что будет удаваться? Что вам будет помогать? И последняя карта, как карта-совет, что вам нужно услышать, что важно знать или принять во внимание, откроем мы в самом конце. Итак, на пороге каких событий вы стоите, мои дорогие солнце? Раньше бы сказали так, у тебя все хорошо. Мы где-то это говорили, тут тоже есть в пасьянсе солнышко, но... Ну, где-то вот, кстати, хотя это не предусмотрено, но так косвенно мы скажем, да, совпадает все-таки в этом ряду. Но самое главное, вот это благополучие, это какой-то фундамент, это надежность, надежные люди. Или какие-то документы, которые вы оформляете, это все равно вы себе явно, мои дорогие, скажете спасибо. То, с чем вы определяетесь на начало года, будет для вас иметь значение на последующие 6-8 месяцев. И если, в принципе, мы где-то берем так немножко ракурс по дистанции до конца мая, то тогда карта говорит, что, скорее всего, то, что вы для себя определите на начало года, это будет иметь значение до конца года. Поэтому эта карта Солнца– это время возможностей, это время ясностей, это время, ну и радости тоже. Все же это Солнце, это, знаете, когда мы чувствуем себя счастливыми, это новое качество жизни. Ну что ты тут скажешь? Конечно, иногда это карта нашего эго, но все-таки мы тут не совсем о психологии будем говорить, да, хотя мы и рассматриваем. Но, вы знаете, по этой карте я больше вижу, когда, может быть, и были какие-то дела, вопросы, но они были такие, знаете, 50 на 50, и вы не могли решиться, определиться. А вот здесь как будто ясно, куда иду, куда не иду. Здорово на самом деле. Солнце входит, и не только ясность. Ну, это, знаете, как быть счастливым, правда. Чем запомнится вам 2026 год? Каким-то партнерством. Вы знаете, спонтанными маршрутами, спонтанными поездками. Вы можете отправиться туда, куда вы прежде не собирались. Или, может быть, учитывая вот как раз петлю реальности, когда мы говорим, что вроде как и был какой-то опыт, может быть, это было с мечтами нашими связано. Так вот, вам до конца мая возможность, жизнь, как будто судьба дает, соединяя в одной точке тысячи дорог. И это будет где-то для вас не совсем ожиданно, потому что по двойке пентаклей тут как раз и идет вот эта спонтанность, легкость на подъем, когда мы где-то через опыт даже, да, попробовали одно и смотрим, пошло, не пошло, работает, не работает. Нет, значит, какой-то новый вариант. Но это уже не просто сами по себе какие-то мысли мы гоняем. Нет, тут именно идет уже практика. Да, вам это понравится, потому что, во-первых, корабль– один из символов Меркурия, ваша планета-управитель, и это значение перемен. Но это еще и исполнение желаний. От того, как вы легки будете на подъем, от того, как вы сумеете, может быть, воспользоваться какой-то ситуацией, я такого не исключаю. У вас как раз и получается вот это солнце. Есть еще также, когда вот именно по этой карте, когда мы учимся, то есть мы уже готовимся к следующему жизненному этапу, мы четко понимаем, знаете, как на каком отрезке жизненной истории мы находимся. И для вас, может быть, для других знаков зодиака, это бы выглядело как, ну, какая-то путаница. Но для вас, мои дорогие близнецы, потому что ваш знак зодиака, вы тем и сильны, что вы умеете не относиться ни к чему-либо, ни к кому-либо предвзято. Раз. И вы умеете быстро, словно перестроиться, если этого требует ситуация и время. Поэтому и Уран в вашем знаке зодиака значительно поприятнее, нежели в тяжеловесном тельце. Вот что есть, то это есть. Вы можете себя словно рыба в воде ощущать. Вот правда. Но будьте аккуратны, потому что карта все-таки предусматривает. Если мы видим, что ну уже что-то не складывается,
Не имеет смысла какую-то ситуацию педалировать, потому что есть и такое значение. Пробуй, пока не получится или не надоест. Третья карта. Что или кто появится неожиданно? Усталость. Знаете, вот, наверное, для вас может быть то состояние, когда, словно, глаза разбежались, да? Может быть, и одно хочется попробовать, и второе, и третье, словно все идет в руки. Нет, тут будет очень важно, ну, понятно, не замечтаться. Но также будет важно, знаете, не быть вовлеченным в какую-то рутину или в ряд вопросов, которые интересны не вам, а кому-то другому. Может быть, очень часто ведь нам как будто предлагает карта «делегируй то, чем ты занимался, именно тому, кто либо это призван делать, или кто должен решать эту проблему. Ты как будто не бери на себя слишком много. Да, если есть какой-то вопрос, который нужно довести до точки, да, вот этот логический конец, да, как замок, то у тебя хватит сил это осуществить. И сил, и энергии. Но мы спросили, что или кто появится неожиданно. Все же это десятка, карта того, что может появиться какая-то прежняя история, может быть и связанная с конкретной персоной. И вы ее когда-то проходили. Вы в этом как будто либо месте были, либо в этом пункте были. Может быть, и нужно довести до ясности, мои дорогие. Тогда у вас будет возможность. Но точно так же мы же все разные. Мы можем пытаться за одно дело взяться, за второе, за третье и так далее. В итоге 10 жезлов взвалим и будем на себе тащить. А здесь все же, знаете, это еще такой транзит Хирона в Овне. И это выход, по сути дела. И это продолжается по 27 год. По крайней мере, начало 27 года. Это наша задача выйти из какого-то заезженного, надоевшего сценария. И почему я говорю о других людях? Потому что Хирон предполагает, что мы можем из лучших побуждений даже кому-то помогать или из чувства благородства, но тогда по Хирону нам не дают обещания, что ваш какой-то благородный поступок либо будет оценен по достоинству, либо вы увидите продолжение вашего проекта вот именно так, как вы это себе представляли. Именно когда кому-то это перепоручите. Вот поэтому и опять же десятка жезлов говорит, близнецы, ну вот нужно на чем-то своем, одном сконцентрироваться или двух. Ну, может быть, тут несколько составляющих. Солнце выпало. Тут какая-то максимальная концентрация, понимание, ясность, что лично для вас прогресс и чего просит ваша душа. Потому что люди будут поступать по-разному. Но все же, что или кто неожиданно появится в вашей жизни? Ну, тут как освобождение по судьбе. Или освободиться вот словно от какого-то гнета. И все то, что я говорила, это по верховному жрецу, это именно судьба вам помогает. Но, может быть, у кого-то это будет связано, ведь верховный жрец – это как иерофант, это где-то законник, подписание, опять же, важных документов. Может быть, это есть возможность какую-то бумагу оформить, подписать, а может быть и отношения. Потому что по этой карте идут бракосочетания. Или в обратном каком-то смысле. Да, у каждого своя история, есть и сложная. Может быть, и нет этих отношений. Но вы вот долгое время кому-то оказывали помощь. Здесь, знаете, любой старший аркан говорит еще о том, что вы будете находиться во власти именно обстоятельств. И каждый из людей находится во власти обстоятельств. Может быть, тут стечение обстоятельств так, что как какой-то груз забот у вас может уйти. И это будет для вас неожиданно. Что или кто появится неожиданно. И вы можете решиться на поездку, на переезд, а может быть именно с переездом у кого-то из вас, смена места жительства. Может быть и планетарно кто-то из вас задумает или задумается, может быть, да, будет только строить планы, а потом постепенно будет осуществлять этот проект, переехать куда-то очень далеко, в другую страну мира, как будто изменить себя и свою жизнь. Вот тут вам во всем этом будут помогать и Уран, ну и где-то тоже Плутон. Ну и самому нельзя плашать, понимаете? Тут тогда какие-то очень продуманные, выверенные действия. А для кого-то из вас
Кто или что появится неожиданно. Возможность появляется решить какую-то застарелую проблему, это правда. Какой-то вопрос. Потому что по восьмерке кубков мы всегда ищем выход, и мы его находим. Вот у вас точно что-то решится. То, вот как неожиданно, может быть, да, именно сама появляется возможность, когда вы можете не просто скинуть вот этот груз забот, а когда вы исполнить свою мечту можете, мои дорогие. Поэтому, наверное, и солнце. Следующий у нас вопрос. Событие, которое изменит вашу жизнь, а может быть и изменит вас. Но тут точно замечтаться никак нельзя, все-таки это карта вора. Нельзя что-то и прошляпить, нельзя упустить эту возможность. Есть по этой карте и другое значение. Любая карта у нас имеет, вот как медаль, две стороны. И есть такое значение «забрать свое». Но карта все-таки, если мы говорим событие, которое изменит вашу жизнь, вы можете тайно узнать какое-то о человеке. И думали вы одно, а потом какая-то правда откроется, и думаете вы уже совершенно иное. Потому что манипуляции идут по этой карте. И, возможно, вам как раз и доведется, вот и как будто высшие силы боги вам помогают решить какую-то застарелую проблему или вопрос. Причем, знаете, почему она застарелая и, может быть, отчасти не решалась? Вы кому-то доверяли. Вот это может быть. Каким-то образом, может быть, есть та персона, которая на вас оказывала давление, или какие-то третьи силы, мои дорогие, какие-то условности. И тут вот эта тайна как будто, да, правда открывается. И, знаете, это как то, что было в тени, оно становится абсолютно ясным, словно наяву. И вы понимаете, что как же я ошибался в ком-то, или ошибалась тоже, или в ком-то, или в чем-то. То есть мы меняем представление, правда, о нашей жизни. С чем это связано? Событие, которое изменит вашу жизнь. Кто-то может точно так же понимать, что прежде и вас тоже как бы ничто не сдержало. Это вы как будто сами себя подместили в какой-то такой незримый короб или в какие-то обстоятельства. По какой-то причине вы себе говорили: нет, вот я не вижу, у меня нет возможности, а возможности были. Вот, мои дорогие, может быть, действительно, опять же, вторая карта, я повторяю все то, что я сказала по первой. Правда у кого-то может открыться, которая будет связана с конкретным человеком, какой-то персоной. Может быть, это и личной жизни касается, а у кого-то это и родственники могут быть, а у кого-то из вас, наоборот, ситуация по работе. Многие из вас могут не только работу поменять в это время или задуматься об этом, а поменять вообще сферу деятельности. Что изменит вашу жизнь? Да выход практически из ограничений. Вот если прежде мы словно чувствовали себя в какой-то западне. Отчасти эта история, которая шла в затяжку, она вас порядком измотала. И вы словно не могли ни вправо, ни влево, вы были вынуждены какой-то период жизни вот за этим забором находиться. И вот теперь эта ситуация заканчивается. Период каких-то ограничений для вас заканчивается. Может быть, это будет связано, что вам придется где-то по девятке жезлов делать аккуратные первые шаги. Решить и решиться на что-то. И вот 9 жезлов, а наш герой взял только один жезл и пытается с помощью его пройти болото. Может быть, выбраться из какого-то болота, но это где-то все то, что я говорила. Решить какую-то застарелую, опять же, проблему или ситуацию, и вам словно судьба помогает. Ну, оно и правда. Вы везунчики, мои дорогие. В этом плане, то да. Но нужно быть внимательному, да. Тут надо надеяться на себя. Но, тем не менее, вот такие запутанные карты. Я хочу еще одну достать. Так, событие, которое изменит вашу жизнь, а тут как будто все быстро может измениться. У кого-то, посмотрите, у нас получается две карты жезловые и две карты мечевые. И поэтому у кого-то будут связаны вопросы именно с документами, документами по работе или самой работой. У кого-то это будет связано с переездом, с домом и одновременно юридическое оформление. Ну, в принципе, раз документ, то понятно и оформление уже этой бумаги. Тогда будьте внимательны. Вот смотрите, оформляя что-то,
Все-таки семерка мечей говорит, читай, что написано крупным шрифтом, мелким шрифтом. Может быть, вам и придется что-то на калькуляторе посчитать, может быть и так. Понимаете, тут вот ваш знак зодиака – это как олицетворение интеллекта. Вот холодная голова вам понадобится, потому что временами вот по Солнцу, видимо, эти энергии накрывают, но есть, знаете, как новая точка отсчета, так и есть точка невозврата. Вам, знаете, как складывают из событий высшей силы какой-то узор, какую-то путаницу, вам так могут вынести на поверхность, и вам нужно ее не закопать, не утрамбовать где-то в глубине собственной души, а наоборот, именно поднять на поверхность, прояснить, разобраться и поставить в чем-то точку. И это где-то может как неожиданное событие. Или у вас молния выпадала по 8 жезлов, неожиданное известие. Но также эта карта называется еще и в некоторых колодах картой трансформации. Но это необходимо, потому что после этого мы как будто набираем темп. И следом за набором темпа мы обязательно вырулим на обгон. Вторая карта. Что вас будет радовать? В чем ваша сила? Финансы. Тут определенно решить финансовые вопросы, мы уже с вами об этом говорили. И туз пентаклей начало. Это тоже где-то документ, может быть, много новостей в принципе. Вы знаете, тут для вас будет еще очень важно не отложить что-то на потом. Вот если сегодня какая-то нарисовалась проблема или вопрос, не нужно ждать, когда само рассосется. Тут нужно найти недостающую информацию. Может быть, вообще будет очень много информационных новостей, каких-то слухов. Я такое могу допустить. Но, значит, тогда для вас доверяй, но проверяй. Потому что будет что-то рациональное, это точно. А вы, мои дорогие близнецы, вы жадные до информации, вы умеете с ней работать. Поэтому вот все, чем вас наделила природа, ваши таланты, вот нужно раскрыть для самих себя по максимуму. Туз пентаклей – это действительно начало добрых начинаний и потом какого-то счастливого продолжения. Конечно, это наша активность. Конечно, это нужно и решить, и на что-то решиться. Но если мы спросили, что вас будет радовать, вот все то, что с элементом новизны, вам будет интересно, и вас это будет радовать. Где-то это, когда же изучение чего-то нового вам принесет либо вторичный доход, дополнительный доход, или поможет построить карьеру. У вас, в принципе, как бы вы можете быть особенно удачливыми в решении вопросов финансов. Вот в этом, по крайней мере, ваша сила. Но это ни разу не застой, это ни разу не ожидание, но это ни разу не спонтанность в плане спонтанно, вот как мы говорили, посмотрите, туз пентаклей и двойка пентаклей. Вот эта двойка пентаклей, она, знаете, как спонтанный маршрут. Но ни в коем случае не так, когда вам кто-то что-то предложил, а вы на импульсе спонтанно согласились, но перед этим не проверили что-то. Вот такой маленький нюанс. Считайте это для вас как знак судьбы. Карта совет, что нужно услышать, что важно знать. Вот смотрите, двойка пентаклей – это всегда карта недостаток. И это совет. Держи, близнецы, в фокусе внимания. Взаимоотношения в целом, причем разные. Взаимоотношения, может быть, и с близкими, а это точно так же имеется в виду вообще взаимоотношения не только в ближайшем окружении, а с вашим социумом. Время строить правильные социальные связи, не отгораживаться от мира, не замыкаться в себе, мои дорогие, потому что все решают люди. От того, как вы договоритесь, карта буквально говорит, будет зависеть и твой доход. И не должно быть финансового недостатка. Поэтому все то, что я говорила, считать где-то, перепроверять придется. Поэтому взаимоотношения и деньги. Деньги – это один из способов взаимодействия с миром. И вполне вероятно, чтобы чувствовать себя вот как по Урану. Ведь это планета, знаете, свободы и индивидуальности. Вот для вас, наверное, свобода и раскрытие своих индивидуальных талантов, желаний наступает шаг за шагом. Вот такое время. Но есть еще те вопросы, которые вами все-таки должны быть решены
чтобы потом вот это прошлое не напоминало о себе в будущем. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете волшебные и душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, переходите на мой сайт, и я оставлю ссылки в описании под видео. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.